Много ли вы знаете хороших игр на мобилках, которые имеют оригинальную задумку и причем не выжимают из игрока последние бабки? Встречайте пошаговый тактический рогалик Caves. С вами NuxLGX, и мы начинаем! Как я уже говорил, Caves — это рогалик. Если вы не знаете, что же это такое, то можете посмотреть мой ролик с разбором этого жанра. Сейчас должна всплыть подсказка в правом верхнем углу. Наша сегодняшняя игра имеет все нужные для рогалайка элементы. Рандомное генерирование уровней или играбельность после смерти персонажа с частичным сохранением вещей, собранных на уровне. Но и насчет последнего пункта можно не переживать, если поставить сложность ниже. Ведь специально для казуалов разработчик сделал 3 ступени сложности. После выбора сложности мы попадаем в убежище, где нам предлагают выбрать персонажа из перечня. Каждый имеет свои особенности и прибавки. Например, увеличенный телепорт-удар или, например, эффект невидимости не будет сбрасываться при атаке соперника. Далее перед нашими глазами появляется аналог системы Special из Fallout. Сила влияет на урон оружия ближнего боя. Ловкость, соответственно, влияет на урон в дальнобойном оружии. А также последний и, наверное, самый интересный пункт – удача. От него будет зависеть, какой лут вам выпадает из соперника или сундука, а также шанс критического урона. Ну а после всех этих настроек, к которым нам, кстати, придется вернуться после смерти персонажа, мы наконец-таки попадаем в наше убежище, где мы можем устанавливать и улучшать модули, покупать оружие и эликсиры. Все вышеперечисленное облегчает жизнь в шахтах. Еще в них можно будет находить чертежи, чтобы создавать новую снарягу. Ну а если вы уже всем закупились и считаете, что готовы, прыгайте в портал и начните свое приключение. После загрузки мы попадаем в пещеру. На этих локациях можно разрушать киркой почти все блоки. С опорой на эту механику и генерируются уровни. И из-за этой особенности игры, многие считают, что она отдаленно напоминает террарию. В начальных пещерах встречаются только скелеты, гоблины и пауки, а также мини-боссы, призыватели. Но это только начало. Самое интересное начнется после спуска в крепость стражей. Также есть еще 2 вида пещер – лавовые и кислотные. Из них тоже есть проход в другие локации – старый завод и лабораторию. Сила враждебных мобов на них растет, а также появляются новые виды. Но и лут там тоже выпадает редкий и мощный. Но не подумайте, что весь мир игры против вас. Тут также есть один дружелюбный моб. Да, и тот высосет из вас все золото или изумруды. Это, кстати, вся игровая валюта, за которую можно покупать снарягу, эликсиры и так далее. Но что вы получите взамен, никто не знает. Тут только остается надеяться на удачу. Это своеобразное казино от мира игры. Игра вышла на Android в 2015 году и до сих пор находится в активной разработке. На данный момент актуальная версия 0.95.0.2. В ней добавили возможность сканировать предмет. Для этого появляется специальная кнопка на экране. А также база данных и бестиарий. Первый отвечает за найденные предметы на уровне. Нам будет доступна вся информация о них. Ну а бестиарий отвечает за эту же функцию, но только с оружием. Когда выйдет финальная версия, не знает и сам разработчик. Как он сам говорит, есть еще куча идей, которые хотелось реализовать, и их довольно-таки много. А учитывая, как игру поддерживают фанаты, пополняться новым контентом Caves будет очень долго. На этом моменте наш ролик заканчивается. От себя хотелось бы пожелать удачи, и чтобы хороший запал на разработку никогда не пропадал, и дальше радовал фанов. Сегодня вы смотрели NuxLGX. Всем пока! Пам.